Это мое новое видео, и его я хочу начать с новостей, что наш чемпионат начинается через несколько дней. Дания! 在国家队练的还是会比较多一些，包括刚才其实科水聊完那个球，他举手示意了。这是内娃赛场上，应该是刚换到现在。 Всем большой привет! Наконец-то, вот правда, наконец-то я начала снимать это видео, поэтому всех приветствую в своем новом видео. У меня случился небольшой творческий кризис, я даже не думала, что это может произойти, но Китай абсолютно непредсказуем, абсолютно поменял все мои планы, все расписание, все меняется с такой стремительной скоростью, что я просто не успеваю за всем. И из того количества игр, которое произошло и происходит, невозможно сделать сюжет, потому что день похож на день. И вот, наконец-то, пришел какой-то уже заключительный момент, наступил заключительный момент нашего китайского чемпионата. Сегодня мы выезжаем в Пекин играть первую игру за 3-е место. Играется до 2 побед, то есть если будет счет 1-1, то будет 3-я игра. Я верю, что мы сможем одолеть и завоевать бронзовые медали, потому что у нас случилось очень обидное поражение за выход в финал от команды Шанхая. Игра была 31 декабря, первый раз в своей жизни я играла на Новый год. И Нового года абсолютно не получилось, потому что было просто очень болезненное для нас и для меня в частности поражение. Закончили мы играть в районе 10 часов вечера, то есть вернулись в гостиницу и легли спать, и постарались как-то себя успокоить. То есть Новый год у нас абсолютно не получился, поражения даются мне очень тяжело. Отхожу я уже и умею с собой работать довольно быстро, потому что такой ритм спортивной жизни не позволяет надолго расслабляться и уходить в какие-то там печальные эмоции. Поэтому в короткие сроки мы собрались. Вернулись в Гуанчжоу. Кстати, видео я снимаю из Гуанчжоу. Посмотрите, сегодня 4 декабря. Поют птицы, зелень. Видео я снимаю для вас в футболке, а это значит, у нас плюсовая температура. Ну, не знаю, градусов 25, наверное, точно есть, потому что абсолютно комфортно чувствую себя в одной майке. К сожалению, не так часто мы здесь, мы постоянно в разъездах на месяц, на 10 дней, и вот последний выезд у нас был 10 дней. Сейчас мы вернулись, 3 дня были в Гуанчжоу, провели несколько тренировок, подготовились, и сегодня выезжаем в Пекин играть за бронзу. Все, мы с сумками спускаемся на лифте, у каждого по сумочке. Федор, ты готов к прекрасному путешествию? Безусловно. Давай, Федор Сергеевич. Вам уже знаком этот маршрут, наш подъезд. Видите, у меня сумочка подписана. Что-то нам сказали. Нихао. Классные. На самом деле мы так давно не снимали видео, что у нас самое главное изменение произошло. Это то, что у Федора отросли волосы. Hello, hello, наши девочки тоже выходят из своего подъезда. А сегодня мы не пойдем туда в гору к отелю, потому что вот она большая наша эта гора. Автобус приехал и ждет нас внизу. И нам повезло, видите, как мы все рады. Я, кстати, всегда сижу на предпоследнем месте. Очень люблю. Не знаю почему. С самого детства. Да, вот здесь. Это мой бизнес-класс. Опа. Оп. Видите, вот видео, кстати, непонятно, почему у тебя была такая реакция. Тренер так всегда реагирует. Да, кстати, он нас и говорит, ула-ла. Федь, покажи прическу свою. Да, шикарный, шикарный мой волос. Смотрите, какой. Федор, но если после этого не подпишутся на мой канал, они
столько лайков, что я не знаю, чем брать еще, если не такой шикарной шевелюрой и красотой. Мы приехали в аэропорт. Аэропорты в Китае очень высокого уровня. Я об этом уже говорила и скажу еще раз. Это очень круто. Круто организовано, чисто, современно. Не знаю, мне кажется, все технологии, которые сейчас существуют в мире, все есть здесь. Быстрая регистрация, нет очередей, все очень-очень круто и достойно. Федя, с орхидеями тебя, Федя. Так как мы сегодня в Пекин прилетим достаточно поздно, и поздно заселимся в гостиницу, ужина, скорее всего, у нас уже не будет. И мы с Федей сейчас в аэропорту решили покушать, а место здесь мы его раньше не видели, именно в аэропорту, но кушали здесь, в торговом центре. Это японский нудлс, наверное, или как так называется. И здесь очень вкусный рис, лапша. Мы вот такую берем с овощами. Знаем ее уже, проверенная, очень вкусная. Ну а так здесь, в принципе, стандартная китайская, японская. Рис с мясом, с морепродуктами, с овощами, пельмени, рыбка. Вот этот они очень любят, на палочке всякое мясо, курицу, крылышки, панировки они просто обожают. Яйца тоже у них какие-то особенные. Ну, покажу вам. Мы оплатили счет, нам сдачу принесли. Кстати, не помню, по-моему, дешевле стоит вообще в городе покушать в этом же ресторане. Здесь за суп один, за рис, и там мы еще грибы заказали, 1000 рублей на наш, на двоих. То есть обед вышел в 1000 рублей. Кстати, кто не видел китайские юани, выглядят так. Повеселел сразу. Вот принесли. Ну, такой вкусный. Кстати, очень вкусный овощной. Нам очень нравится. Надо было еще один. Еще один? Ну тебе. Это мой, кстати. Тань. А вот сейчас вы увидите истинное лицо. Слышь? Тань. Они игру на камеру. Здесь, кстати, наваристый. О. Надо остренького добавить. Федя, это суп для нас двоих, пожалуйста. Я не хочу остренькое. Все, приятного нам аппетита. Ну, сейчас еще попозже принесут рис, и я вам все покажу. Закажи себе. Мне принесли вот такой рис. Очень вкусный, он подается с супом. Как думаете, кто ест мой рис? Чтобы вы понимали, вон его суп. И вот мой рис. Приятного аппетита, Федь. Спасибо, Татьяна. Он вообще не твой. А чей? Семейный? Общий. Я на это не подписывалась. Ну давай на камеру теперь скажи. Ну что, тебе всегда приходится ждать. То есть мы пошли в туалет перед полетом. Федор меня подождал. Смотрите. Вдруг он возьмет и улетит. Да, не улетел самолет. Вот он стоит наш. Давай, пока. Наверное, не пустили, наверное. Все, мы полетели. Долгий путь. Вы все поняли? Все, полетели бороться за медали. До встречи в Пекине. Интересный факт, хочу сказать о нас, спортсменах, что если кто-то думает, что у нас есть возможность и время гулять, и когда мы приезжаем, особенно в новые города и страны, то это абсолютно не так. Единственный вариант хоть как-то посмотреть город — это дорога от аэропорта до отеля. Сейчас конкретно мы получаем сумки, нас встречает автобус, и мы поедем в нашу гостиницу. И вот этот путь как раз и будет наше знакомство с городом. Девочки из нашей команды одели маски.
И дали мне одно. Сказали, и он смеются. Когда я спросила, зачем, мне сказали, что очень плохой воздух в Пекине. То есть вот так вот. Я даже не знаю, ну я знала, естественно, но думала, что это в прошлом. Что, выехали мы сегодня в 2 часа дня, сейчас 10 часов вечера, 8 часов мы провели в дороге, такие спортивные будни. Китай, кстати, по расстоянию ничем не уступает российскому чемпионату, только игр намного меньше, естественно, и перелетов, и время, проведенное в дороге, тоже меньше. Ну все, мы добрались, сейчас будем отдыхать, завтра уже в 9 утра у нас тренировка, то есть в 10 вечера мы приехали, в 9 утра уже выезд на тренировку. Будем отдыхать, будем готовиться. До встречи. У нас доброе утро сейчас. 9 часов утра, и мы приехали в зал на первое опробование. Что удивительно, в Китае опробование зала всегда дают с утра. Вот сейчас 9 утра, и у нас будет полноценная волейбольная тренировка. Обычно это всегда происходит вечером. Ну, вообще, во всех странах и клубах, в которых я играла, всегда дают игровое время или приблизительно к игровому времени, но в Китае почему-то это с утра. И, если честно, очень холодно и непривычно. Я уже настолько привыкла к теплу, что для меня холод стал тем моментом, к которому нужно адаптироваться. Нос красный, замерзший. И еще что мне не нравится в Китае, честно, то, что в залах очень холодно. То есть на игру их начинают отапливать, именно на саму игру, а на тренировке всегда очень холодно. Все, зашли и считайте сразу в зал. Сам зал очень красивый. Зал хороший. Да, хороший. Кстати, тепло. Ой, я прям очень рада, что тепло. У нас закончилась тренировка. Все, мы едем в гостиницу. Опробование прошло отлично. В этом зале, слава богу, не так холодно, как обычно в залах Китая. Это тоже большой-большой плюс. Сейчас едем отдыхать. И вечером будет еще одна тренировка, но будет уже физическая подготовка. Поэтому увидимся там. Мы в продуктовом магазине купили дуриан с девчонками. И я, кстати, буду пробовать первый раз. Они мне сказали, что это очень вкусно. Я знаю, что неприятно пахнет как-то, но я очень хочу попробовать. Окей. Very good. Очень вкусно, кстати. Ничего он не пахнет. Так, знакомство с дурианом прошло отлично. Хочу сказать, что достаточно недешевое удовольствие. Тот такого размера дуриан, как вы видели на видео, на наши деньги, на рубли, обошелся нам в 2500. Говорят, спустя какое-то время от человека, который его кушал, начинает пахнуть. Не знаю. Проверю чуть позже. Федор, кстати, не кушал, у него спрошу, источаю ли я какой-либо аромат. Увидим. Но мне очень понравился. Совершенно ни на что не похожий вкус, необычный. Я знаю, что существует там несколько видов сортов этого фрукта. Я, кстати, не знаю, фрукт ли это, наверное, фрукт.
Так что, если кто-то не пробовал, советую попробовать, очень-очень достойно. И, кстати, не пахнет, не знаю, может быть, потому что вы ее сразу открыли, я скушала, что запаха какого-то там сильно резкого и плохого я не почувствовала. Сейчас покажу вам. Федор меня не видит, он меня убьет потом. Группа здоровья для Федора. Это два наших физиотерапевта и Федор. Браво! Они все продолжают, бойцы! Браво, Патрик! Хайди, Сани! You can, Сани, you can! Браво, Сани, браво! Чтобы вы понимали, они делают минут 20 уже точно подряд. Так что ребята молодцы. Наша тренировка в фитнесе закончилась. Как вы поняли, снимать меня было некому, потому что Федор тренировал свою группу здоровья. Федор молодец. Саня молодец, Патрик вообще красавчик. Короче, Саня молодец, а Патрик вообще красавчик. То есть мужики лучше, да? Чуть-чуть иногда. Чуть-чуть иногда. Я вообще молодец. Ты самый большой молодец. Это самый старый тренажерный зал, в котором я была, не знаю, за последние годы. Таня Цала? Да, я все поняла, конечно же. Таня Цала. Такой он китайский язык. В Пекине выпал снег. А, холодно. Я 2 года не видела снег. У нас сейчас утро предигрового дня. Мы с Федором проснулись, приготовились на тренировку. На улице необычная погода для нас. Снежок все еще лежит. Его выпало достаточно много, он немножко подтаял. Но для нас это абсолютно непривычно. И впервые за 2 года я вижу снег. Так что Пекин и этим нас удивил, своей холодной погодой. Минус за окном. Сейчас мы поедем на тренировку. Обычно утром мы тренируемся перед игрой не очень интенсивно. Это обычно подача-прием. Какие-то технические действия, больше направлены на разминку, растяжку, чтобы организм проснулся. Ничего особенного. Так что мы поехали просыпаться всей командой. Сегодня, кстати, 7 января. Я понимаю, что это видео будет выпущено значительно позже, но все равно хочу поздравить всех православных с Рождеством. Прекрасный, семейный, добрый праздник, окутанный любовью. И этого я вам всем желаю: здоровья, любви, понимания, доброты. Только увидела, что на заднем фоне в моем видео у нас висят футболки. Это, кстати, тоже будни спортсмена. Футболки мы стираем. В этом сезоне нам выдали всего 2 футболки. Первый раз за всю мою карьеру такое происходит. Обычно формы тренировочные, тем более, всегда достаточно в избытке. Здесь, в Китае, только 2. Поэтому мы вынуждены стирать их, искать вариант, чтобы она быстро высохла, и быть готовы к следующей тренировочной работе в этой замечательной футболке. Фэшн. Волейбол. Мы уже выезжаем на игру. Холодно, все в куртках. Ух, так непривычно. Все настроены. Наша команда в полном сборе. Каждый настраивается по-своему. Зал находится близко, поэтому я приду там совсем чуть-чуть, в районе 10 минут. Увидимся там.
вернулись в гостиницу после игры. К сожалению, проиграли 0-3. Я практически не играла, только первый сет. После тренер поменял, и играли другие игроки. Мы завтра утром выезжаем в Гуанчжоу. Из Гуанчжоу едем в другой город. Обычно мы играем в Шэньчжэне, но заключительный матч будем играть в другом городе, не помню его название, потому что в Шэньчжэне у нас там 2 зала, и они 2 заняты. То есть там какие-то мероприятия проходят. Поэтому завтра у нас дорога будет долго, неизвестная для меня, потому что зал новый. И путь до него тоже я еще не знаю, сколько по времени займет, но думаю, тоже вернемся мы только к вечеру. Вернее, приедем и заедем в гостиницу очень поздно. Поэтому увидимся там, чуть-чуть покажу вам дороги. И буду уже вести репортаж из теплых краев Китая. Там будет погода хорошая, хочется уже скорее солнца. Мы готовы, опять отправляемся в путь. Возвращаемся в Гуанчжоу, оттуда едем в другой город. Скучно у нас, если честно, потому что весь контент в дороге. День на день похож. Да, Федор? У тебя происходит что-то интересное? Безусловно. Подстричься хочу очень сильно. Ну, только на одна тема у нас новая, это прическа Федора. Все остальное у нас пока неизменно. Потренировались, покушали, переехали в другой город, поспали, поели, потренировались. Ничего нового. Так что как-то так. Буду вас другими вещами веселить. Ну, рассказывать много тоже нельзя, к сожалению. Если бы было можно, я бы, конечно, намного больше рассказала. Но существует командная этика, которая ограничивает меня в моем стремлении поделиться с вами чем-то новеньким. Мы сейчас в новом аэропорту Пекина. Это просто нереальные масштабы, качество, удобство. Везде стоят тележки, нет очередей. Все какой-то невероятно красивой космической архитектуры. Если честно, прям сплошное удовольствие. Как будто в космосе. Но как минимум не наша планета. Не одна я снимаю. Ни одной мне нравится увиденное вокруг. Да, парень? Нихао. Сладкий. Нихао. Вы, возможно, задаетесь вопросом, почему я с таким восхищением смотрю на обычный аэропорт, и это вызывает у меня столько эмоций. Ну, потому что, ребята, это реально необычно. А для меня это просто будущее, в котором я оказалась сейчас уже. Я уверена, что не я одна такая, и если бы каждый из вас оказался здесь, он бы также восхитился, потому что то, что я вижу вокруг, и те стереотипы, которые рушатся в моей голове, связаны с Китаем, и тот прогресс, который они демонстрируют мне, не может не вызывать восхищения. Когда у тебя нет очередей, когда каждая мелочь продумана, когда о тебе заботятся, когда чисто, когда культурно. Конечно, есть много минусов и плюсов, мы можем рассказывать, они такие, мы вот такие, а у нас, а у них будущее настало уже сегодня. У них везде стоят контейнеры, они разделяют мусор, они думают об этом. Для нас это только в перспективе, а здесь это уже происходит. Люди стремятся к этому. Для меня они являются примером в этом, в прогрессе, в стремлении, и это классно. Поэтому я очень хочу с вами поделиться, очень хочу показать, как это жить в будущем. Когда вокруг тебя такие технологии, когда вокруг тебя такой прогресс. Очень здорово. Я надеюсь, что и у нас появится такой же рывок и прыжок вперед. Бесплатная вода есть в каждом аэропорту. То есть вот такой стоит аппарат. Бумажные стаканчики. Вы берете, выбираете нужную температуру себе воды и бесплатно пьете. Не знаю, знали вы или нет. Я до этого не знала, что китайцы пьют всегда горячую, теплую воду. Ну, зачастую прям горячую. Они считают, что это от всех болезней, для здоровья. Болит живот, болит голова. Не знаю, хвост отваливается. Пейте теплую воду. Вот мои. Ну, вот и здесь
Что-то предлагает мне попробовать, Мэй. Very good. Little bit spicy, no? Смотрите, рыбки. Я думала, что это просто водичка, а здесь, оказывается, рыбки живут. Блин, ну тоже вот одна вода и ничего. Плитка лежит. Им, наверное, грустно здесь. Короче, такая штука стоит. Определяет по вашему лицу, какой ваш выход, какое ваше место. То есть это как информатор. Если вы нас спросите, что нам нравится из еды больше всего в Китае, то я отвечу: пекинская утка. Но она правда особенная. И вот смотрите, в аэропорту вот мы увидели. Вот ее режут, готовят. Так она выглядит. Вот они все нам машут. И они ее разделывают. Она очень вкусная, честно. И это стоит попробовать. Смотрите, у меня получилось. Я подошла к другому аппарату. Просто встала пониже. Потому что мне мой рост не позволяет. Чтобы быть на уровне камеры, приходится немножко уловчиться. Все, получилось? Папа здесь, ё-мо, поехали. Все, и Федор. Федор, ты в системе. Штука есть в самолете. На окнах нет шторок нам привычных. Но есть такие кнопочки. Вот я сейчас нажала, и окно затемнилось. Стало темным автоматически. Я раньше такого не видела. Опять же, это может быть я какая-то там древняя. Ты что читаешь? Федор читает, видите, восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах, не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед. Федь, есть сомнения у тебя еще какие-то? Никогда не было. Решил закрепить. Закрепить пройденный материал. Все, улетаем от зимы, летим в лето. Что в Гуанчжоу 27, посмотрите, какая разница, называется из зимы в лето. Сегодня какое число у нас? 8 января. 8 января 27 градусов. И вот так мы путешествуем. Из холода в жару, из холода в жару. Мы только что добрались до гостиницы. Выехали сегодня в 10 часов утра, а сейчас уже 8 вечера, и мы только приехали. Уже темно, зато могу показать вам, как светится и готовится Китай к китайскому Новому году. Все в огоньках. Все, мы только что заехали, зашли в номер. Спустя 8 часов мы на месте. Наше, возможно, заключительное турне, а возможно, мы еще вернемся в Пекин. Все, мы пошли отдыхать, раскладываться. Очень хочется уже лечь отдохнуть. Федор, звезда моего ютуба. Все, будем мы отдыхать. Всем до скорой встречи. Сейчас мы с командой выезжаем на тренировку, предыгровое пробование. Все-таки хорошая погода делает настроение более качественным, легким. Когда тебе не нужно утепляться, надевать куртки теплые, когда светит солнце каждый день, это классно. В этом плане мне очень повезло с городом, в котором я играю, и, естественно, с погодой. Супер. Заметила здесь, в Китае, одну очень непривычную для нашего бытового уклада, спортивного уклада вещь. Это то, что обычно здесь не дают раздевалок. То есть мы приезжаем, неважно, на игру или на тренировку, даже в собственный зал. У нас нет раздевалки, мы прям напрямую идем в зал, там переодеваемся, готовимся, тайпуемся. То есть для них это абсолютная норма. Также после тренировки никто не принимает душ. Переоделись с тренировочной обуви на уличную и пошли в гостиницу или домой. Вот хочу, когда записать вам видео, всегда появляется кто-то, кто будет шуметь и болтать. Вот мы оказываемся в большом зале. Все, у каждой девчонки свое место заняли и будут готовиться к тренировке. И я в том числе. Мы закончили тренировку, возможно, заключительную в этом клубе и в этом сезоне. Не верится, смешанные чувства.
Ну, будьте здоровы. Так что идем дальше. Стараемся отдохнуть. И завтра со свежими силами, головой будем бороться за дальнейшую игру и борьбу за бронзовые медали. Сказали, что в прошлом году всего вот этого района не было. То есть меньше, чем за год, потому что мы здесь были 4 месяца назад. Уже эти дома стояли. То есть, в общем, где-то за 6-7 месяцев полностью этот район был построен и заселен. Представляете, какими темпами развивается Китай. Если вы спросите нас, как мы разговариваем на китайском, то примерно так. No, you grandma, Daniel. Grandma. 你像瞎子。飞傻子，飞傻，飞傻，飞傻，飞最傻。 Why he don't go? Тань, поехали смотреть. Бай-бай. Пока-пока. Пока-пока. Почему меня так пугает, когда меня называют грэндма? Причем она мне сказала: Таня, you very, very old. Меня больше всего расстроило вот это very, very, если честно. Old okay, потому что ей 22 года, я могу ее понять, мне 31, но very, very меня расстраивает. Все, мы готовы выезжать на нашу вторую игру. Мне нравится думать, что все в наших руках, и если мы что-то очень сильно захотим, мы обязательно добьемся результатов. Поэтому, надеюсь, сегодня наши все старания, желания воплотятся в отличнейшую победу. Стараюсь быть позитивной, надеюсь, встречусь с вами в этом видео с таким же прекрасным настроением после игры. 先生们，大家下午好！欢迎你们前来观看2019至2020中国女子排球超级联赛，请双方运动员向观众致意。 我说可是那个，你们说 good job， 可是那个。 人家没事老健身，哪像你这个。 Okay, thank you. Thank you, so beautiful. Good luck, yours. See you next time. For me, it's a pleasure to have some kind of friends like you. It's a pleasure to give me a lot of power. Thank you, yours. I love everybody. You are the best, my lovely team. I'm not grandma. I'm very young, Gia. Thank you. Yes, it's so funny. Да, Добби и Таня. Together. So funny. This one. Oh, добря. I have really amazing fans. Thank you, girls. Мы только что приехали в гостиницу после игры, пока еще очень много эмоций. Я решила сразу записать видео, не ждать, так будет стать честнее. К
сожалению, мы проиграли 2-3 и заняли 4-е место в чемпионате. Это была заключительная игра в этом сезоне, в китайском сезоне. И я хочу, прежде всего, я знаю, что меня будут смотреть на моем YouTube-канале это видео китайские болельщики. А возможно, кто-то из моей команды. Я знаю, что в Китае переводит на китайский язык это видео. Поэтому хочу сказать огромное всем спасибо, всем болельщикам за вашу поддержку, за ваши добрые слова, миллионы улыбок, за ваши подарки мне. Я каждый раз выхожу просто с огромными пакетами из зала. За ваше внимание. Мне это очень дорого, ценно, приятно. Это мотивирует меня двигаться вперед, работать, играть, радовать вас и себя своей хорошей игрой. Спасибо, что когда у меня случается неудача, поддерживаете меня и всегда меня любите. Это все взаимно. И я счастлива, что и в этом сезоне мне удалось познакомиться с китайской стороной, с китайскими болельщиками, с этой прекрасной страной. Спасибо вам всем огромное. Спасибо моим читателям, что смотрите меня. Я хочу завершить это видео с большой благодарностью, потому что сезон подошел к концу. И каждый сезон это какая-то отдельная часть, отдельный кусочек нашей спортивной жизни. Поэтому я всегда с небольшой грустью, но и с мыслями о проделанной работе завершаю этот этап. Спасибо всем большое, спасибо, что смотрите мои видео. До встречи где-нибудь еще. Всем большое спасибо, всех люблю.